Нет, это вам жить надоело. Видите? Славу и всенародную любовь Татьяне Кравченко принесла роль Валюхи Будько в сериале «Сваты». Сегодня актриса успешна и востребована, вот только личное счастье ее так и не сложилось. А ведь она вполне могла бы стать невесткой известного советского актера Евгения Леонова. В молодости у нее был роман с его сыном Андреем. Но родители молодого человека выступили категорически против выбора сына и заставили его расстаться с Татьяной Кравченко. Почему так случилось и как сложилось личное счастье актрисы, мы решили вам рассказать. Татьяна родилась 9 декабря 1953 года в Донецке и уже в детстве испытала на себе все тяготы жизни ребенка, рожденного вне брака. Отец маленькой Тани был большим начальником в городе, да к тому же был женат. Он обещал своей молодой возлюбленной дать свою фамилию только в том случае, если она родит мальчика, потому что 2 дочери, рожденные в законном браке, у него уже были. Но родилась девочка, и фамилию она получила материнскую – Яковлева. Возможно, он бы проникся любовью к очаровательной малышке, но Тане было всего 3 месяца, когда он скончался от онкологического заболевания. Позже мама вышла замуж во 2-й раз, но отчим относился к дочери жены не слишком хорошо, считая ее живым свидетельством греха своей жены. Когда у Татьяны родилась сестра Лена, сразу стала заметна разница в отношении родителей к дочерям. Лену баловали, за все хвалили, а вот старшей девочке отказывали даже в добром слове. Естественно, Татьяна старалась бывать дома как можно меньше, поэтому посещала разные кружки, занималась в спортивных секциях, ходила на факультативы. И мечтала стать артисткой. Правда, очень боялась сказать об этом матери и отчиму. Как оказалось, переживала она вовсе не зря. Отчим подвел Татьяну к зеркалу и сказал, что с таким лицом никакая она не артистка. Для него не имели никакого значения похвалы в ее адрес со стороны педагогов, которые были уверены, что талантливая девочка вполне может в будущем выступать на лучших сценах страны. Но отчим был непреклонен. Он искренне считал артисток женщинами легкого поведения и грозился не давать падчерице ни копейки, если она посмеет его ослушаться. И Татьяна, сцепив зубы, подала документы на химический факультет Донецкого университета, но по конкурсу не прошла. Год она работала и копила деньги на поездку в Москву, точно зная, что ей нужно поступать в театральный. Она была так воодушевлена перспективой учиться в столице, что на прослушиваниях в Щепкинское училище показала себя блестяще. А уже на 1-м курсе на талантливую студентку обратила внимание Алла Тарасова, актриса и замечательный педагог. У нас давно нет элементарных лекарств, не хватает врачей, и мы подчас принуждены делать видимость милосердия. Она вместе с Павлом Масальским вела курс в школе-студии МХАТ и смогла переманить Татьяну Яковлеву к себе. После дипломного спектакля ее пригласил в труппу Ленкома сам Марк Захаров, и с 1976 года актриса служит в этом театре. Ты видела, как я курю? Еще не хватало мне подсматривать, достаточно того, что я чувствую. Чувствует, она чувствует. Ты, Валя, имеешь удивительную привычку портить настроение людям в самый неподходящий момент. Правда, когда она пришла в труппу, художественный руководитель порекомендовал ей поменять фамилию, из-за того, что в театре и кино и так слишком много Яковлевых. Тогда Татьяна и взяла в качестве творческого псевдонима фамилию своей прабабушки. Именно там, в Ленкоме, и познакомилась актриса с Андреем Леоновым, сыном всенародного любимца Евгения Леонова и его жены Ванды. Андрей Леонов очаровал актрису своей какой-то детской непосредственностью. Он трогательно ухаживал, оказывал Татьяне знаки внимания, не переживал ничуть по поводу того, что девушка была старше на 6 лет. Вскоре закрутился красивый роман, о котором впоследствии актриса вспоминала с ностальгией. По словам Татьяны Кравченко, до этого у нее никогда не было таких романтических отношений, как с Андреем Леоновым. К моменту знакомства с сыном известного актера сама Татьяна успела уже побывать замужем и развестись, а вот ее возлюбленный казался вообще неискушенным в амурных делах. Влюбленным было настолько хорошо вместе, что они планировали построить серьезные отношения. Роман между Андреем и Татьяной разворачивался на глазах родителей актера Евгения Павловича и его жены Ванды Владимировны. И они как раз не одобряли выбор сына. Евгений Леонов держался несколько отстраненно, а его жена даже не пыталась скрыть свою неприязнь к девушке сына. Родители постоянно внушали сыну мысль о том, что ему артистка в жены не годится. Ему нужна простая девушка, которая будет предана ему всю жизнь. Татьяна, яркая, колоритная, явно пришлась не ко двору.
Ванда Владимировна сделала все для того, чтобы сын перестал даже думать о романе с Татьяной Кравченко. К сожалению, когда мама рассказала Андрею Леонове о множестве мужчин, с которыми якобы проводила время его возлюбленная, он как-то сразу поверил. Актрисе было обидно до слез, ведь она никогда не была ветреной и легкомысленной. Однако ее даже слушать никто не стал. Андрей Леонов сообщил ей о расставании и категорически отказался общаться. Он отказался говорить с ней по телефону и старательно избегал в театре. Так и остался этот роман неоконченным. Правда, когда страсти улеглись, актеры смогли подружиться, и сегодня Татьяна Кравченко искренне рада за Андрея, который не с первой попытки, но все же нашел свое счастье. У него прекрасная жена, вместе с которой он воспитывает 2 детей. Татьяна Кравченко потом тоже вышла замуж, но и второй брак не подарил ей счастья. С Дмитрием Гербачевским судьба сталкивала Татьяну Эдуардовну неоднократно. Он был высок, красив и невероятно обаятелен. Она еще была замужем за Лавинским, а Гербачевский старательно пытался ее соблазнить. Татьяна, поддавшись его мужским чарам, тем не менее избегала Гербачевского. На протяжении 10 лет они периодически встречались на съемочных площадках. Когда у Татьяны уже было собственное жилье в Москве, они встретились в доме Ольги Машной и Валерия Приемыхова. Стало понятно, что Татьяна по-прежнему влюблена в него. Когда Дмитрий пошел ее провожать, она пригласила его в гости. Утром он удивил и обрадовал ее фразой: «Как мы будем жить дальше?» Дальше был ЗАГС, рождение единственной дочери Анны и долгое терпение Татьяны. Она просто его любила и готова была простить многое, даже закрывала глаза на его многочисленные измены. Мало того, возвращаясь с гастролей, она всегда предупреждала мужа о том, когда приедет, чтобы не застать в доме его любовницу. Она пыталась образумить мужа, рассказывала ему, как здорово было бы хранить верность друг другу, а в старости гулять вместе по парку, держась за руки. Но Дмитрий ее порывов не ценил, о чувствах не говорил, а на ее просьбу хоть раз рассказать ей о любви написал письмо. Он красочно и витиевато описывал чувства, а в конце оказалось, что признавался в любви он своей собачке Полине. Позже Дмитрий стал выпивать. Татьяна боялась его в такие моменты. Он становился агрессивен и непредсказуем. Но боялась она больше своей реакции. Рука у нее была тяжелой, и она могла бы просто убить мужа. Но у нее дочь, любимая Анечка. В тюрьму ей никак нельзя. Когда терпеть вечно недовольного мужа, поднимающего на нее руку, стало невмоготу, она подала на развод. Татьяна нравилась мужчинам. Она притягивала их своей открытостью, добротой и легким нравом. К тому же внешне актриса была очень хорошенькой. После развода у нее случались мимолетные романы, не оставившие особого следа в душе. Один из поклонников дал ей на одну ночь старинную книгу по хиромантии. Татьяна всю ночь вычерчивала и высматривала линии своей судьбы и поняла: настоящий успех придет к ней только в зрелом возрасте. Так и случилось в жизни актрисы. Съемки в «Сватах» принесли ей славу и всенародную любовь. Правда, Татьяна Эдуардовна умудрилась в процессе работы влюбиться в своего партнера, Федора Добронравова. Но он мягко рассказал своей Валюхе, что любит супругу Ирину, обожает детей и никогда их не предаст. Татьяна Кравченко признается, что никогда не встречала таких верных и преданных мужчин, как Федор Добронравов. С тех пор Татьяна живет вместе с дочерью, много снимается и считает себя счастливым человеком. Она уже давно не надеется построить отношения с мужчиной, зато очень ждет, когда дочь подарит ей внуков.